Идет война гибридная. Москва не останавливается ни перед чем, чтобы поджечь Европу. Взять все и поделить. Российские силовики продолжают отжимать бизнесы. Счет на десятки миллиардов. Миллион индийцев движутся к российской границе. Атака или подкрепление. Провал китайских спецслужб спровоцировал международный скандал. Об этом не должны были узнать. Агенты Пекина задержаны. Расскажем подробности. Новое слово в искусстве войны. Из-за этого боя перепишут учебники. Худшие показатели за всю историю. Москва в панике. Важнейшая госкорпорация заморозила свои проекты. Что случилось? Духовные скрепы заржавели. В России определился регион-лидер по числу разводов. Вы не отгадаете, какой. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Папа Римский вновь призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом. Ватикан подтверждает готовность выступить в качестве площадки для диалога. Об этом стало известно по результатам встречи Владимира Зеленского и Льва XIV. В своей резиденции в Кастель-Гандольфо, близ Рима, понтифик подчеркнул необходимость справедливого и прочного мира и выразил скорбь по поводу жертв. Ранее Москва в лице Лаврова уже отклонила предложение Ватикана, ссылаясь на то, что переговорам между православными странами не место в столице католического костела. А ряд прокремлевских экспертов высказывал мнение, что украинские и западные спецслужбы попытаются ликвидировать Путина по дороге в Ватикан. После встречи с папой Львом XIV Владимир Зеленский встретился в Риме со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Переговоры украинской и американских делегаций прошли после серии критических высказываний Трампа о Путине и обещаний хозяина Белого дома восстановить военные поставки Киеву. Интересно, какие реакции эти улыбки и рукопожатия вызывают в Кремле? Напишите в комментариях. Пока мирные жители Украины ежедневно страдают от действий России, в Европе ситуация пока спокойна, но это может измениться в любой момент. Европейские спецслужбы опасаются. Масштаб гибридной войны, которую ведет Кремль, продолжает расти, а в ее ряды все чаще набирают неопытных людей, от подростков до уголовников. Это увеличивает риски для мирного населения. По данным Associated Press, в Европе произошло более 70 инцидентов, связанных с Россией или пророссийскими группами. Это шпионаж, подготовка убийств, например, нацеленных на Армина Папергера, гендиректора немецкой компании Rheinmetall, поджоги, диверсии, кибератаки, вандализм и даже использование мигрантов для дестабилизации ситуации. Россияне диверсифицировались и теперь начинают контактировать с относительно молодыми людьми, чтобы те действовали от их имени как посредники. Набранные российскими спецслужбами диверсанты, не имея должной подготовки, устраивают поджоги, конструируют взрывные устройства и проводят акции без каких-либо указаний от кураторов. Собеседники агентства, несколько представителей европейских разведведомств опасаются, что такие действия могут привести к серьезным травмам и даже смертельным исходам. Примером такого хаоса стал случай с британцем Диланом Эрлом, который сам организовал поджог склада в Лондоне, связанном с украинской компанией, поставляющей терминалы Starlink. Эрл был завербован через телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», и активно вел борьбу против Запада. Тревожный рост диверсий и актов саботажа в Европе – это только начало. Чем дальше, тем сложнее становится предсказать, на что именно нацелена Москва.
Отнять и поделить. Старый лозунг снова взят на вооружение Кремлем. За 3 года полномасштабной войны в Украине российское государство отняло у собственников активов почти на 4 триллиона рублей или 50 миллиардов долларов. Это цифры, подсчитанные адвокатами из бюро Некторов, Савельев и партнеры, говорят сами за себя. Это сумма, сопоставимая с капитализацией Роснефти или с годовым дефицитом федерального бюджета. А для Кремля это треть годовых расходов на войну. Адвокаты из НСП насчитали в общей сложности 102 дела, в которых государство забирало активы у частных собственников. И эти цифры продолжают расти, утверждают авторы агентства Bloomberg. В условиях войны Кремль активно нацелен на стратегические предприятия. Национализация позволяет пополнить бюджет и привязать к себе покрепче новых собственников. Запущенный Кремлем процесс национализации подпитывает сам себя. Силовики все активнее ищут возможности для отъема собственности. В этом им помогают суды, в том числе конституционные, который фактически отменил срок давности по сделкам о приватизации, разрешив пересматривать даже совершенные в 90-е годы сделки. Пока на войне в Украине погибает и становится инвалидами все больше россиян, в тылу все больше ощущается нехватка рук. Власти нашли решение, кем заменить своих граждан. В Россию на фоне кадрового дефицита приедут трудовые мигранты из Индии. Цифра шокирующая. 1 миллион человек. Об этом сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 миллион специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами. С другими странами тоже идет работа, отрапортовал Беседин. Это Шри-Ланка и Северная Корея. Там, цитируем, «люди умеют работать», отметил глава палаты. В отличие от российской молодежи, которая, по мнению чиновника, не идет на заводы из-за допущенной ранее идеологической ошибки в воспитании. Экспортом украинских ракетных технологий заинтересовался Пекин. Правда, специфическим способом. СБУ накрыла китайских шпионов в Киеве. 2 агентов из КНР пытались украсть секреты украинской ракеты «Нептун», той самой, которая отправила на дно крейсер «Москва». По данным следствия, они планировали нелегально вывести документы по разработке ракетного комплекса в Китай. Один из агентов, 24-летний гражданин КНР, бывший студент Киевского технического вуза. Его отчислили в 2023 году за провал учебы, но он остался в Украине. И, как выяснилось, не просто так. Шпионаж оказался делом семейным. Второй агент – отец студента-неудачника. СБУ продолжает проверку. Возможны новые задержания. Среди ужаса войны есть и захватывающие моменты. Украинская армия внесла очередную главу в учебники по военному искусству. То, что недавно казалось фантастикой, стало реальностью. Роботы впервые взяли в плен солдат врага. Об этом рассказали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковщине. После первой атаки украинских летающих и наземных дронов оккупанты решили, дальше шуток не будет. К их счастью, в укрытии оказался кусок картона для самого правильного предложення о капітуляції. Ми ж всі люди гуманні, і було прийнято рішення брати їх в полон, це нормальна можливість. А потім уже майор спустився мавіком і якось їм там... Ми їм дроном показали, що йдіть за нами. Пока российские генералы бросают своих солдат в безумные мясные штурмы ради безумных целей, ВСУ не просто адаптируются к новым условиям, они опережают. Наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон. Применение наземных боевых дронов в связке с FPV «Камикадзе» и разведывательными аппаратами ломает российскую тактику. Это не просто будущее войны, это уже реальность. Хотя без мужества украинских героев, силы духа и уверенности в своей правоте все это было бы невозможно.
Никогда такого не было, и вот опять. Роскосмос отказался от 2 больших проектов. Как нетрудно доказаться, из-за отсутствия денег. Корпорация заморозила спутниковые группировки «Скиф» и «Марафон», которые должны были помочь в развитии интернета. Гендиректор Дмитрий Баканов рассказал, проекты предложили развивать бизнесу, но частники интереса не проявили. Хотя еще в начале лета Баканов делился амбициозными планами и обещал за 6 лет запустить на орбиту более 1000 спутников. Правда, в 2024 году Россия провела всего 17 космических пусков, на 2 меньше, чем годом ранее, и на 4 меньше показателя 2022 года. Сравнивая с другими странами, вообще стыдно. От США, совершивших 145 запусков, Россия отстала более чем в 8 раз, а от Китая в 4. Намеченный ранее Роскосмосом план по 40 запускам в год не был выполнен даже наполовину. Это один из худших показателей за всю постсоветскую историю. Похоже, Москва предпочитает посылать ракеты не в космос, а по соседям. Чечня ошеломляет статистикой. В 2025 году республика возглавила антирейтинг по числу разводов среди российских регионов. В республике зарегистрировано в 3 раза больше разводов, чем свадеб. Это абсолютный рекорд, и такого не было ни в одном другом регионе страны. В предыдущие годы в республике фиксировалась 2-кратная разница, а с 2015 по 2020 год количество браков значительно превышало количество разводов. 6-7 раз. На фоне этих данных стоит отметить, что Рамзан Кадыров, глава Чечни, еще в 2012 году пообещал взяться за проблему разводов. Было создано специальное агентство по восстановлению разведенных пар, но, судя по цифрам, результат оказался весьма скромным. Но что же привело к такому взрывному росту разводов? Неужели в царстве Рамзана Кадырова заржавели духовные скрепы? Причина может скрыться в массовом оформлении фиктивных детских пособий. То есть большинство разводов – это разводы государства на деньги. При разводе доход семьи на одного человека пересчитывается, и если он становится ниже прожиточного минимума, то государство платит пособие. Чечня заняла лидирующие позиции в России не только по соотношению браков и разводов, но и по числу инвалидов на душу населения. С 2011 по 2025 год показатель вырос на 56%, до 171 инвалида на 1000 человек. Эксперты намекают, что причина скачка этого показателя может быть похожей. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.